Дождь лил не переставая, будто небо решило излить все свои слезы на маленький городок, затерянный среди полей и низких холмов. Вера сидела у окна своей скромной квартирки, глядя, как капли стекают по стеклу, оставляя за собой размытые дорожки. Ей было 43, и жизнь ее, казалось, давно остановилась. Работа на почте, одинокие вечера с вязанием и стареньким телевизором, редкие звонки от сестры из соседнего города. Но в этот вечер что-то в воздухе дрожало, словно предчувствие, которое она не могла объяснить. Вера не знала, что этот дождливый вечер изменит ее судьбу навсегда. Она заметила его случайно, когда вышла вынести мусор. Молодой парень, почти мальчишка, стоял под козырьком заброшенного магазина через дорогу. Его форма, промокшая насквозь, липла к телу, а лицо, бледное и усталое, было обращено к небу, будто он искал там ответы. Вера остановилась, сжимая мусорный пакет. «Солдат», — подумала она, и сердце ее сжалось. Она знала, что неподалеку была военная часть, но редко видела солдат в городке. Этот выглядел потерянным, словно заблудился не только в дожде, но и в жизни. «Эй, молодой!» — крикнула Вера, перекрывая шум дождя, «замерзнешь ведь. Иди сюда, я чайник поставлю». Парень вздрогнул, посмотрел на нее с недоверием, но потом, будто решившись, медленно пошел к ее подъезду. Вера не стала ждать ответа, развернулась и зашагала домой. Она не привыкла к гостям, но что-то в этом мальчишке, в его усталых глазах, в сгорбленных плечах, заставило ее действовать. Вскоре он сидел за ее маленьким кухонным столом, обхватив ладонями кружку с горячим чаем. Его звали Саша, ему было 19, и он только что вернулся из зоны боевых действий. Вера не спрашивала подробностей, она видела, как дрожат его руки, как он избегает ее взгляда. Вместо этого она поставила перед ним тарелку с бутербродами и начала рассказывать о погоде, о том, как ее кот Мурзик боится дождя и прячется под диван. Саша слушал молча, но уголки его губ чуть дрогнули, когда она упомянула кота. «Спасибо», — наконец сказал он, голос был хриплым, словно долго молчал, я просто не знал, куда идти. Автобус ушел, а следующий только утром. «Ничего», — отмахнулась Вера, — «у меня диван раскладной, переночуешь, а там разберемся». Она не стала спрашивать, почему он один, почему не в части, почему выглядит так, будто мир на его плечах. Ей было достаточно того, что он здесь, в тепле, и что она может хоть немного облегчить его ношу. Саша остался. Они говорили до полуночи, о пустяках, о детстве, о том, как Вера в юности мечтала стать певицей, но так и осталась в городке. Он рассказал, что родом из деревни, что у него есть младшая сестра, которая пишет ему письма, но он не всегда знает, что ответить. Вера слушала, и в ее груди росло тепло, не от чая, а от чего-то большего, чего она давно не чувствовала. Утром дождь прекратился, и Саша ушел, поблагодарив ее так искренне, что Вера чуть не расплакалась. Он оставил ей листок с номером телефона и адресом своей сестры, если что, позвоните ей, скажите, что я в порядке. Вера спрятала листок в ящик стола и вернулась к своей обычной жизни. Но что-то изменилось. Она стала чаще улыбаться, чаще смотреть на людей вокруг, замечать их. Словно маленький поступок, приютить чужого человека на ночь, разбудил в ней что-то давно забытое. Прошел месяц. Вера уже почти не вспоминала о том вечере, хотя иногда доставала листок с номером и думала, не позвонить ли. Но однажды ночью ее разбудил стук. Громкий, настойчивый, он доносился из подъезда. Вера, накинув халат, выглянула в глазок. На лестничной площадке стояла девушка, лет 20, с рюкзаком за плечами и мокрыми от слез щеками. «Простите», — сказала она, когда Вера открыла дверь, — «вы Вера?» «Меня зовут Катя, я сестра Саши». Вера замерла, сердце заколотилось, предчувствуя беду. Она пригласила девушку войти, поставила чайник, как делала это для Саши. Катя сидела, теребя край своего шарфа, и слова лились из нее, будто плотину прорвало. «Саша пропал», — сказала она, — «после того, как он был у вас, он вернулся в часть, но через неделю его отряд попал под обстрел. Он выжил, но его забрали в госпиталь, а потом он просто исчез.
Я искала его везде, ездила по госпиталям, писала запросы. А вчера мне передали это. Катя достала из рюкзака потрепанный конверт. Внутри был листок, исписанный неровным почерком. Вера узнала его сразу, это был тот же почерк, что на листке с номером телефона. Письмо было коротким, но каждое слово врезалось в ее сердце. «Катя, если ты это читаешь, значит, я не вернулся. Не плачь, пожалуйста. Я был счастлив, когда был у Веры. Она напомнила мне, что в мире еще есть добро. Найди ее, скажи спасибо. И живи, сестренка, за нас обоих». Вера почувствовала, как слезы жгут глаза. Она не знала Сашу долго, всего одну ночь, но его слова, его благодарность, его вера в добро, все это стало частью ее. Катя смотрела на нее, ожидая чего-то, и Вера вдруг поняла, что должна сделать. «Катя», — сказала она, взяв девушку за руку, — «останешься у меня. Пока не найдем Сашу, или пока ты не решишь, что делать дальше». Катя кивнула, и в ее глазах мелькнула надежда. Вера не знала, найдет ли она Сашу, но знала, что не оставит эту девушку одну. Они начали поиски вместе. Вера, которая всю жизнь боялась сделать лишний шаг, звонила в госпитале, писала письма, ездила с Катей по военным частям. Она научилась быть настойчивой, научилась говорить «нет» равнодушным чиновникам, научилась надеяться. Месяцы шли, и новостей о Саше не было. Но Вера и Катя стали семьей. Катя переехала к Вере, поступила в местный колледж, начала улыбаться чаще. Вера, которая когда-то думала, что ее жизнь пуста, теперь просыпалась с целью. Она готовила завтраки для Кати, слушала ее рассказы о мечтах стать врачом, помогала с уроками. А по вечерам они вместе писали письма, искали следы Саши, не теряя надежды. Однажды, спустя почти год, раздался еще один стук в дверь. Вера открыла и замерла. На пороге стоял Саша, худой, с новыми шрамами на лице, но живой. Его глаза, все такие же усталые, но теперь с искрой, встретились с ее взглядом. «Вера», — сказал он тихо, — «я обещал вернуться». Вера не могла говорить. Она просто обняла его, и в этот момент Катя выбежала из комнаты, бросилась к брату, и они втроем стояли, обнявшись, под звуки далекого дождя за окном. Вера поняла, что этот стук в дверь, тот первый, под дождем, изменил не только ее жизнь, но и жизни тех, кто стал ей дорог. Городок остался тем же, дождь все так же лил по осени, но Вера больше не чувствовала себя одинокой. Она нашла семью, нашла смысл. И каждый раз, когда она слышала стук в дверь, ее сердце замирало не от страха, а от ожидания нового чуда, которое может принести один простой поступок доброты. Вера не стала певицей, не уехала из городка, но она стала кем-то большим, человеком, чья доброта спасла не только солдата, но и ее саму. И в этом была ее настоящая победа.